Приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Крипторынок по-прежнему находится в восходящем тренде. После недавнего отскока битка альта также начала подтягиваться вслед за ним. Запишем небольшой апдейт, что сейчас происходит на крипторынке, посмотрим интересные события, новости криптовалют и в конце, как всегда, несколько графиков. В топе по наибольшему объему торгов за сутки появилась монета Shiba Inu. Она переместилась на 6-е место, она же и показывает самый большой рост за 24 часа, более 20%. Ее график посмотрим в конце видео. Наибольшее падение за сутки у монеты Theta Network и Theta Fuel. Минус 4,3 одинаково у двух монет. Наконец-то мы увидели положительный баланс биткоина за месяц. Февраль на данный момент показывает плюс 10 с лишним процентов. В последний раз плюсовой процент мы видели аж в октябре. До этого было 3 месяца минуса. Однако с учетом падения января, первый квартал по-прежнему минусовой, минус 8,3%. За последние сутки открывают шортов больше, чем лонгов. Лонги практически без изменений, шорты плюс 5,4%. Также обновилась информация по позициям на Чикагской бирже. Таблица от 1 февраля, и здесь мы видим, что крупные игроки сокращают как лонги, так и шорты. Но что примечательно, шорты сокращают более активно. Мелкие игроки также сокращают и то, и другое, но шорты меньше, чем лонги. Из такого соотношения можно сделать вывод, что крупные игроки больше за лонг, мелкие игроки больше за шорт. Индекс страха и жадности на сегодня показывает цифру 45, вчера была 37. Выбрались мы из экстремального страха. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны кажется, что слишком быстро мы теряем страх. На данный момент мы уже вышли из проторговки, которая была аналогичной той, которую мы видели при коррекции летом 2021 года. В прошлый раз, когда мы также вышли наверх, цена показала неплохой рост. Пока идем по тому же сценарию. Еще одно подтверждение того, что страх быстро уходит, это сентимент пользователей Твиттера. После того, как летом 2021 года цена пошла наверх, настроения не сразу стали позитивными. Однако сейчас, после небольшого разворота тренда, позитив сразу просто так и хлынул в Твиттер. Это, конечно же, не очень хороший знак. За 24 часа ликвидировано почти 54 тысячи трейдеров. Забрали у них 186 миллионов. И уже который день больше всего страдают шортисты. На этот раз почти 66,5% из всей суммы потеряли именно они. Вот так наглядно выглядят их ликвидации. Пока они достаточно скромные. Думаю, что намного выше мы можем увидеть данные столбцы, когда пробьем уровень в 44 тысячи. Вот здесь явно большое скопление шортовых позиций. Совсем вплотную приблизились мувинги профитов и потерь. Еще раз напомню, если произойдет пересечение и голубая линия будет выше красной, то это также будет являться сигналом на рост. Пока они прям вплотную друг к другу. Совсем немного и сигнал сработает. На истории мы видим, что это прекрасно отрабатывает. Как только происходит пересечение, цена после этого достаточно сильно и быстро растет. Вот еще одна диаграмма, показывающая, какой процент предложения находится в профите. Визуально мы видим, что тренд намечается восходящий. А если в процентах, то это 44% всего предложения биткоинов сейчас в профите. После отскока по завершению летней коррекции мы получили более-менее серьезный тренд вниз после того, как профит достиг 90%. Сейчас пока до этого далеко, поэтому относительно этой цифры можно пока не беспокоиться. Whale Map нам показывает уровни китов. Там, где совершались большие покупки, это уровень 38500, 38100, намекая на то, что ниже в ближайшем будущем цену не пустят. Данная информация совпадает и с логарифмическими уровнями биткоина. Если приблизить данный диапазон, то мы видим как раз таки нижний уровень находится на 35500, и при падении как раз таки он способен удержать дальнейшее снижение. Но если говорить о верхних уровнях, то следующее значение у нас примерно на 53500. Давайте пробежимся по стандартным графикам. Резервы биткоина на биржах на этом росте не торопятся заводить, что также говорит о том, что данные ценовые уровни пока не удовлетворяют, чтобы фиксировать профит. Хэшрейт без особых изменений, немного с коррекциями, но продолжает восходящую тенденцию. Позиции майнеров без изменений, особой активности по продажам нет. К тому же и резервы их продолжают находиться на самых высоких уровнях за последнее время. На этом росте они не скидывают. Также стоит отметить и индикатор, расширенный сигнал NVT, который находился в зоне, где предполагались покупки, и на данный момент мы пересекли сигнальную линию снизу вверх. Давайте посмотрим, что было, когда такая же ситуация повторялась. Она же была и летом. Также пересечение снизу вверх и ценовой рост. Также это было в марте 2020 года. Пересечение снизу вверх и сильный рост. Даже на медвежьем рынке после пика 2017 года, когда данная линия пересекла сигнальную снизу вверх, мы еще какое-то время увидели ценовой рост. Это, конечно же, был всего лишь отскок перед дальнейшим падением.
Но данная ситуация была после того, как индикатор достигал пиковых значений. В нашем цикле такого не было. Еще одно наблюдение, которое показывает достаточно сильное дублирование с летом 2021 года. Тогда также краткосрочные держатели на дне продавали в минус, а долгосрочные держатели перед самым разворотом показали вот такую формацию, отмеченную овалом. В нашем случае прям один в один на снижение краткосрочные держатели фиксируются в минус, долгосрочные перед предполагаемым разворотом, который мы видим сейчас, показывают аналогичную формацию. Вполне вероятно, история повторится и отработает точно так же, как летом 2021. Найдена еще одна взаимосвязь, на этот раз с октябрем 2021 года и февралем 2022. Здесь упор делается на RSI, то, что также была перепроданность, также была проторговка, также была средняя скользящая, которую оттестировали. И можно предположить, что нас ожидает, если взглянуть на октябрь 2021 года. То есть такой сценарий вполне реален. После отскока от скользящей средней, резкий хороший рост без серьезных откатов. Ну и куда может прийти цена? Сформирован вот такой тренд на основании цены биткоина. Цена биткоина и значение Metcalfe. Не уверен, что правильно произносится, но самое главное здесь это предположение, какие будут цены на конец того или иного года. По данной модели в конце 2022 года будет 55 600, а всеми ожидаемая сотка только в конце 2023. Ну и так далее, только с увеличением. И, например, через 10 лет, в 2032, предполагается, что биткоин будет стоить 6 400 290 долларов. На ближайшие годы цены еще выглядят реально, а вот лет через 10 уже пока, так сказать, фантастично. На этой неделе в США несколько важных экономических новостей, и в пятницу 11 февраля ожидается отчет ФРС о денежно-кредитной политике. Стоит записать это к себе в календарь, потому что там могут сказать что-то такое, что вполне может тряхануть цену биткоина и других активов. Также из важных новостей альткоинов Ethereum Classic уже давно сообщил, что на 13 февраля у него назначен хардфорк Mystic. Это также будет на этой неделе. Давайте посмотрим, какие монеты переводили больше всего. Более 1 миллиона транзакций, чуть более 4 миллионов транзакций Reserve Rights, Shiba Inu на 2747, Loopring 1 300 000, Exim на 1 миллион, Engine Coin на 3 миллиона. Прям-таки оживились монеты после небольшого роста. Еще одна транзакция Loopring на 2160, Gala на 3600, Matic на 1 миллион, две транзакции Send на 2600 и на 4500, Woodtrade на 1 300 000, AAVE на 1 миллион. И это все транзакции более $1 миллиона за последние сутки. Очень много монет перемещались в больших количествах. Но если смотреть социальные метрики, то наиболее популярные на данный момент это биткоин, эфириум и монета Algo. На четвертом месте Shiba. Та же монета Algorand находится и в тренде по социальной активности. Именно ее обсуждают наиболее активно за последнее время. Пару интересных новостей. SEC перенесла решение по заявке Grayscale на запуск спотового ETF. У них еще есть возможность откладывать решение. И с одной стороны жалко, что не приняли, но с другой стороны хорошо, что сразу же не отменили, а могли ведь отказать без переноса. Им нужно дополнительное время на изучение возможностей фирмы по пресечению мошеннической и манипулятивной практики на спотовом рынке. SEC будет ждать ответа в течение следующего 21 дня. Здесь посчитали все вот эти сроки, кто когда должен отвечать со всеми отсрочками, и предположительно окончательное решение может быть принято только 6 июля. Ну и не утихают новости по регуляции криптовалют в России, я некоторые уже мимо пропускаю какие-то слухи, но вот это меня заинтересовало. Банки усилят контроль за переводами россиян в рамках дорожной карты по регулированию криптовалют. То есть та дорожная карта, с которой очень многие ведомства согласны, будет включать и жесткий контроль за фиатными переводами. Центробанк рекомендовал выявлять счета, по которым проводятся операции с необычно большим количеством граждан. Если вам приходят хоть и мелкие суммы, но от большого количества людей, вами заинтересуются. Если суммы более 100 тысяч рублей в день и более миллиона в месяц, вас также возьмут на карандаш, что в конечном итоге может привести к блокировке счета. Ну давайте глянем монету Algorand, у которой большая социальная активность. Здесь справедливо вот такая трендовая линия. То, что мы выходили вниз, это было ложное пробитие, так как в скором времени вышли обратно в тренд. Тестировали несколько раз и на данный момент снова показали большие откупные тени на данных значениях. Именно поэтому, скорее всего, и связан повышенный социальный интерес к этой монете. Однако же больших объемов нет, каких-то дивергенций нет, я бы эту монету на данном этапе пока отложил в сторону и присмотрелся к более явным лонговым сетапам. Из плюсов пока в лонг я вижу только это касание вот этой трендовой. Подтверждения разворота на данный момент особо нет. Давайте еще глянем Шибу. На Шибе здесь повеселее.
Что мы видим на данный момент? Снова протестировали данную трендовую линию, на этот раз только сверху вниз, и отскочили, причем с хорошим объемом. Объемы здесь растут, индикатор также прет наверх. Пробили скользящую среднюю на 4 часах, и сейчас важно для дальнейшего роста не упасть под нее. То есть вот сейчас мы видим снижение, важно, чтобы это был всего лишь тест сверху и отскок. Если смотреть на дневки, то здесь также очень хорошая ситуация. Мы на дневке пробили скользящую 200-ку. В общем, здесь нужно последить в течение 1-2 дней. Но вообще ситуация здесь неплохая для того, чтобы рассмотреть покупки в лонг. На индикаторе дивер в лонг пробиваем скользящую среднюю, закрепляемся над ней в данный момент. И в качестве подтверждения как раз таки и будет формирование этого закрепа. Ну а что у нас по битку? На дневках пока также выглядит все неплохо. Пробили нисходящий тренд, предположительно идем формировать волну D в случае отработки сценария с треугольником. На 4 часах здесь явно видно факторы на коррекцию. Не уверен, что дадут сильную коррекцию, потому что вот здесь нас долго поджимали, не давали сильно скорректироваться, не давали кому-то здесь откупить. Но движение не может длиться вечно наверх, поэтому вполне вероятно мы здесь также увидим коррекцию с небольшим откатом. Что касается глобального роста, здесь первое препятствие это вот этот уровень в районе 43 700, ну и целевая зона на данный момент это 51 тысяча. По биткоину в приоритете для меня это рост, об этом я говорю практически в каждом ролике. И единственный вопрос это по какой структуре, а их на данный момент 3. Есть менее приоритетные, есть более приоритетные. На данный момент в приоритете это треугольник, и его целевая зона я уже озвучивал на уровне 51 тысячи. Напоминаю, что у меня появилась телега, можете подписываться. Какая-то информация публикуется только там, какая-то информация там раньше, а какая-то только здесь в роликах, и ее нет в телеге. В общем, подписывайтесь и на то, и на то. Также не забывайте про подписку на YouTube. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачной торговли и счастливо.